И снова здравствуйте. Очень много поступает вопросов, что делать тем, у кого переломы долго не срастаются. Что вообще при переломах делать, я уже описывал в видеоролике, который так и называется «Перелом ускоряем сращивание». Методика, описанная там, позволяет ускорить сращивание переломов в 2-3 раза. То есть довести время срастания костей до примерно 10 суток. Но это все при тех условиях, если у человека в порядке эндокринка. Все знают, что кости у нас состоят из кальция. Чтобы были крепкие кости, мы должны кушать кальций. Как нам еще говорят, мы должны кушать рыбу, потому что фосфор, понимаете ли, тоже кальций, помогает кальцию усваиваться. Кто это придумал, я не знаю. У медиков написано так. Фосфор в небольших количествах действительно улучшает усвоение кальция. Но в больших количествах блокирует, препятствует усвоению кальция. Именно поэтому в рецепте в первом ролике я указываю нежирную рыбу. Нежирную, потому что чем рыба жирнее, тем в ней фосфора больше. Именно с этим связано. Фосфор у нас в том числе еще для мозгов полезен. Умными, говорят, от этого становятся. Вот именно на этом завязан тот самый анекдот про одесского еврея и хохла, который менял селедку на сало. Так вот, значит, что еще организму требуется для того, чтобы кальций усваивался? Дело в том, что регулировку усвоения кальция и железа у нас обеспечивает эндокринная система. А основу эндокринной системы составляет щитовидная железа. Основу здоровья щитовидной железы и здоровья эндокринной системы составляет йод. Банально. В советские времена у нас обязательно йодировалась практически вся пищевая соль. Во всех детских, дошкольных, школьных заведениях все блюда, которые требовали подсаливания, подсаливались исключительно йодированной солью для восполнения нехватки йода молодым растущим организмом. Это обеспечивало в том числе лучшее здоровье. Сейчас такого не происходит. Сейчас народ бегает, покупает соль каменную, покупает соль морскую, импортную, ну потому что она же чего? Она круче, ну понятно, да? Вот. Про то, что организму требуется йод, все забыли. О том, что йод интенсивно расходуется при микробной нагрузке, которая сейчас выше крыши вокруг, тоже все забыли. О том, соответственно, что необходимо постоянно восполнять нехватку йода в организме, естественно, никто не думает. А некоторые отдельные, значит, медики, особенно эндокринологи, они вообще почему-то считают, что йод организму вреден. Но, видимо, здесь работает принцип от любви до ненависти один шаг. Да? От необходимости йода организму дошли до того, что он ему, понимаете ли, вреден. При этом каждый эндокринолог сидит вот с таким вот зобом, если он старше 30. Вот вам, ребятки, простой ответ на этот вопрос. Что надо организму для того, чтобы быстро срастить перелом? Ему требуется... Первое. Кальций, как его получать, я уже говорил. Это либо сушеная вобла, смолотая в блендере и сожранная вместе с костями и чешуей. Если она вам не нравится или претит по другим причинам, у вас есть на выбор кальций в виде кунжута. Кунжут богат кальцием. Не надо, ребят, спрашивать меня про семена мака. Кто вам рассказал о том, что там кальция много, я не знаю, по какой причине я догадываюсь, лишь бы вот это хозяйство втюхать, продать нафиг никому не нужное. При том, что
вот этот вот благополучный семена мака, они у нас в кишечнике не перевариваются до тех пор, пока ты ее не раскусишь или пока не смелишь. Об этом забывают упомянуть постоянно. Вот. Кунжут тоже необходимо молоть, необходимо повредить его внешнюю вот эту вот пленочку, оболочку, иначе она не даст микрофлоре все это дело разгрызть, усвоить. Вот в чем дело. Он не переваривается, у нас выходит в неизмененном виде. И плюс, соответственно, йод. Значит, в качестве йода лучше всего использовать, сейчас покажу. В качестве йода вам лучше всего использовать вот такую вещь. Она продается в аптеках. Всем хорошо видно? Сфокусировалась камера. Вот. Это у нас йодат калия. Он, в отличие от йодида калия, который находится в йодомарине, работает мягче, значительно мягче. Значительно мягче. Но эффективность у него точно такая же. Стоит зато вот такая вот упаковочка 160 рублей всего. Это 200-й. Вот если вы будете принимать хотя бы по 50-100 миллиграмм утром, у вас значительно ускорится срастание перелома, если до этого он у вас не срастался. Все, это все, что вам требуется. Фактически. Кальций. Раз. Фосфора. Чуть-чуть совсем, чуть-чуть фосфора. 2. Но он практически всегда его достаточно. И йод 3. Вот эти 3 вещи, которые нужны для ускорения сращивания перелома, который не срастается. Потому что в последнее время нередки случаи, когда у людей перелом не срастается в течение полугода. Это бред. И при этом медики ничего внятного, толкового не говорят. Хотя, если человека начать кормить йодом, у него начинается срастание перелома уже через 2 недели. Еще через 2 недели у него все срослось. Полностью. Все. Все поняли? Значит, придумывать, перевирать рецепт совершенно не требуется. Кунжута есть сколько хочется, сколько влезет, сколько, значит, рука тянется. Но не меньше, чем по столовой ложке пару раз в день. В 9 утра и в 9 вечера. Значит, точно так же с молотой сушеной рыбой. Про йод я сказал. С утра 50-100 миллиграмм. Начните с 50, потом дозировку увеличите. Все. Всем пока. Будьте здоровы.